Доброго времени суток. В прошлом видео я сказал, что меня крайне не устраивает то, как работает у меня Cloud Code Desktop. Какие проблемы я поймал? Я поймал проблемы, что он зависает где-то через 15 минут, и его надо как-то растормаживать, то есть что-то его надо как-то шевелить, чтобы он дальше двинулся. И это, вообще не агентская работа. То есть хочется вот так вот включить компьютер, оставить на ночь, и чтобы он часами работал самостоятельно, что-то возникло, он сам понял, как ответить на свой же вопрос, и работает дальше, пока не упрется в лимиты или пока не достигнут лимит по API списанием по деньгам. Вот, то есть это мне не понравилось, поэтому сейчас вот буду рассматривать Minimax, и в том числе еще Minimax вроде бы позиционирует себя как в 10 раз дешевле, чем Cloud Code, но ZAI вроде бы позиционирует себя как вообще бесплатный, так что, наверное, это еще может быть даже интереснее. Будем поступать достаточно кощунственно, то есть будем спрашивать у Cloud Code, как нам уйти от Cloud Code на Minimax и на ZAI, используя оркестрацию при помощи Paperclip, а распознавать наш голос будет ChatGPT. Вот. Добро пожаловать, здесь о технологиях, здесь о том, что если вы посмотрите видео мои с самого начала, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот первые 6 видео, если вы посмотрите, то у вас, я думаю, все получится в веб-кодинге, а дальше уже плейлисты разрезаны на специализацию в зависимости от того, что вы хотите делать. То есть дальше уже после основы, после базы, когда вы уже полноценно можете веб-кодить, у вас установлена среда, то вы уже можете специализироваться под какое-то направление. Если вы посмотрели каких-то модных блогеров, начали веб-кодить и у вас не получилось, после того, как вы посмотрите мои видео, у вас получится. Так что добро пожаловать на канал, пожалуйста, ставьте палец вверх, если нравится, и, пожалуйста, подписывайтесь. Окей, идем к нашим кощунственным вопросам к клауду, как уйти от клауд и использовать другую систему. У меня возникли проблемы с Cloud Code и с Cloud Desktop, потому что они не до конца и не сильно автономные в своей работе, и мне хочется использовать какую-то другую систему и команду. Вот я тебе сейчас даю ссылку на GitHub проект. Пожалуйста, изучи его и скажи мне, будет ли он работать с Minimax и будет ли он работать с ZAI. Сейчас вот как бы проверим вообще совместимость этих штук. Еще хочу выразить благодарность моему товарищу Алекс К. У него никнейм в гитхабе A3KA, A3K. Что он мне посоветовал? Он увидел мое видео по Minimax, что решение ухожу от клауда к Minimax и Paperclip оркестратору, и он мне сказал, что можно более интересно и оптимально выстроить систему, то есть не нужно отвязывать API-шку Cloud Code, а можно просто создать нового пользователя в системе
и у него локально установить Cloud Code там, и у локального пользователя поменять API на Minimax. И что получается? Получается, в одном пользователе, когда я вхожу, то все окружение настроено под то, что работает Cloud Code, если я хочу его оставить. Возможно, я его хочу оставить. И когда в другого пользователя я вхожу, то я работаю с Minimax или с ZAI. Алекс, спасибо. Это классная идея. Как реализовать ее еще не до конца знаю, не до конца понимаю, но во всяком случае попытаюсь реализовать. Я думаю, если нельзя Paperclip напрямую связать с Minimax или ZAI в этом же пользователе. Так, что у нас получается? Что ответил наш клауд браузерный? Что такое Paperclip оркестратор? Это понятно. Minimax будет ли работать не из коробки, но через обходные пути? Да, на данный момент Paperclip имеет хардкоженную поддержку только двух LLM провайдеров Cloud и OpenAI. Если я правильно понял, то тогда Paperclip, если он работает с Cloud, а Minimax взял и украл инфраструктуру, воспользовался инфраструктурой Cloud Code для того, чтобы не заниматься собственной разработкой, то это как раз должно работать. Однако есть три пути. Он неважно. А здесь, да, лучше, чем Minimax, ZAI использует OpenAI совместимые API с поддержкой стриминг и репортинг. Endpoint совместим со стандартом OpenAI SDK. Плюс, как упомянуто выше, Hermes адаптер для Paperclip прямо перечисляет ZAI как один из поддерживаемых провайдеров. Напрямую перечисляет, да? Мне интересно, дай прямую ссылку, где ты это увидел, и дай цитату, чтобы я легко мог найти по поиску. Это прямо очень прикольно. То есть ZAI, оказывается, уже настолько известный. Так, интересно. Открываем, проверяем информацию, а то он любит выдумывать. Да, действительно. Напрямую подключает ZAI и с ними работает. 8 интерфейс провайдерс. Шикарно. Окей. Так, а Hermes это то, что они предлагают? Адаптирован для Hermes агента. И вот что он умеет, и чем он круче, чем Anthropic и чем OpenAI. Так, инсталляция очень простая путем npm install. Регистр and your Paperclip сервер. Так, это локально происходит, я так понимаю. Да, local. Create Hermes agent in Paperclip. То есть вначале я должен установить Paperclip, потом я должен установить вот этот какой-то Hermes engine, который будет мне помогать, и тогда уже подключать туда по API-шке ZAI, провайдер, который действительно вот он подсвечен. Все многообещающе. И Minimax здесь, и ZAI, все, что нужно.
Так, Advanced Prompt. Так, архитектура Paperclip, Heartbeat. Ну, это получается крон-задачи, которые периодически самозапускаются и не дают засыпать. Запускает Гермес, чат, а потом там 30 инструментов, память, система памяти, пишет в базу данных сессии, подключает скиллы, и есть MCP клиенты, которые могут подключать дополнительные возможности или библиотеки, как писать код, или там, допустим, управление браузером. Это тоже все через MCP может делаться. Результат. Ищи System Command Wakes. Как результат, сердцебиение поддерживает проснувшуюся систему, поддерживает трекинг денег, то есть можно установить отбойник, больше каких денег не тратить. Синхронизация скиллов, отдельные навыки, что он может. И чат с организатором, я так понимаю. Ну, все, пока все, что я смотрю, мне нравится. MIT, это используйте, только сошлитесь на меня. Links, Hermes Agent, Paperclip, Nose Research, The Team Behind Hermes. Ага, то есть там целая команда, интересно кто, сколько человек там. Непонятно. Допустим, в Git очень прикольно, что тут пишется, сколько людей уже законтрибутили. То есть сюда 4 контрибутора. Ага, это конкретно Hermes Paperclip адаптер. А до этого мы были непосредственно на Paperclip. И здесь у нас 74 разработчика. Угу. То есть получается Paperclip. Смотрим Paperclip, а здесь Hermes Paperclip адаптер. То есть это вот два сторонних приложения, которые подружены вместе. Окей. Так, глянуть, есть ли которые там и там находятся. Ну, просто даже интересно. Нет, ну, скорее всего, это разные разработчики. Окей. Интересно, Клауд сделал много контрибуций. 550 коммитов. Очень интересно. Сам целый Клауд контрибутит в Paperclip. Очень интересно. Ну, достаточно активно, то есть входит в тройку лидеров на третьем месте. А основных здесь можно сказать, что 4. Окей, хорошо. Он доказал. Сейчас подумаем над архитектурой, как это лучше сделать. Итак, у меня сейчас Windows 11. У меня установлен Cloud Code. У меня установлен Cloud Desktop и Cloud Application for Google Chrome. Я хочу использовать вот этот вот Paperclip, я хочу использовать вот этот вот Hermes агент для Paperclip. И я хочу использовать, допустим, ZAI. А что мне посоветуешь, какую архитектуру вообще создать? То есть, что это должно быть у меня на компьютере, чтобы у меня все сработало? То есть, допустим, чтобы не сломать связку с Cloud-кодом,
и чтобы получить новую связку с Paperclip. Какие у тебя есть идеи и варианты для этого? Сейчас посмотрим, что он нам предложит. Предложит ли, как Алекс предлагает, просто отдельного пользователя создать, или предложит установить напрямую, и что оно никак не будет конфликтовать. Отличная новость. И одна критическая деталь, которую нужно знать сразу. Главное ограничение. Native Windows не поддерживает Hermes Agent, требует установить WSL 2, и запускать его нужно именно оттуда. Это меняет всю архитектуру. WSL 2 становится обязательным фундаментом рекомендуемой архитектуры. Вот как это должно выглядеть в твоей машине с Windows 11. Windows 11 Cloud Code остается как есть, не трогаем. Cloud Desktop остается как есть, не трогаем. Cloud for Chrome остается как есть, не трогаем. WSL 2 Ubuntu. Новый слой изолирован от всего выше. Node.js 20+, Python 3.11, Paperclip через порт 31.00, Hermes Paperclip адаптер зафиксирован в реестре, Hermes Agent CLI, Hermes Env, ZAI, API, key сюда. Paperclip UI открывается в браузере Windows, как обычный сайт. Localhost 3100, WLS 2 прокидывает порты автоматически. Почему это безопасно для существующей связки? Cloud Code, Cloud Desktop, Cloud for Chrome установлены на стороне Windows. Они вообще не знают, что WSL 2 что-то происходит, никакого конфликта быть не может. Это физически разные окружения. Порядок установки. Кратко. WSL, если еще нету. WSL install, шаг 2, Hermes Agent в WSL 2, git clone, окей, шаг 3, ZAI ключ, твой ключ, надо зарегистрироваться еще, то есть мы посмотрим, если инфраструктура нам подходит, то тогда будем регистрироваться. Шаг 4, Paperclip, окей, Hermes адаптер. Шаг 6. Регистрируешь адаптер в Paperclip и создаешь агента типом Hermes Local, указывая модель, например, ZAI, GLM 5.1, GitHub, нужные тулсеты, терминал, файл, веб. Вот это я как раз у него хотел спросить, то есть будет ли он работать с терминалом, с файлами и с вебом. И тут сразу он говорит, что да, будет. И это отдельные тулсеты, которые нужно установить. Итого, эта параллельно изолированная система Cloud Code продолжает работать как раньше для задач, где ты привык к нему. Ну да, я уже привык, да. Paperclip Hermes ZAI, отдельный эксперимент подталкивает нас, что это эксперимент, и мы вернемся к Cloud Code. Он заинтересованная сторона, поэтому так мягко нас склоняет, что это всего лишь эксперимент, который можно запустить и остановить в любой момент, не трогая ничего на Windows стороне. Окей. Все-таки уточним. Правильно ли я понимаю, что вот эта вот связка в виде Paperclip, ZAI и Hermes адаптер, что они смогут работать напрямую, допустим, в PageArmy, допустим, напрямую в терминале, а напрямую могут открывать браузер, допустим, Google Chrome, и там выполнять какие-то действия, допустим, поиск, тестирование, клики по кнопкам. Правильно ли я понимаю, что, если доступ к терминалу будет, то и работа с файлами тоже будет, то есть это и удаление, и создание файлов, это создание кода. Хочу просто для себя уточнить, чтобы понимать, что это все будет работать. Это все важные вопросы, которые необходимо узнать перед тем, как входить в новую среду. Хотелось бы это все знать, ответы на все эти вопросы. Сейчас почитаем.
Да, понимаешь правильно, но с важным нюансом по каждому пункту. Терминал, да, полноценный. Инструменты организованы в логические тулсеты, которые можно включить и отключить, в том числе покрывающее выполнение команд в терминале, редактирование файлов, веб-поиск, делегирование задач. Это значит, да, запуск скриптов, команд Git, работа с pip, npm, все что угодно в терминале VSL2. Файлы, да, полноценно. Создание, редактирование, удаление файлов, все через toolset файл. Hermes автоматически делает снапшот рабочей директории перед внесением изменений в файлы, давая тебе возможность откатиться командой rollback, если что-то пойдет не так. Ну, если мы используем контроль версии GitHub, то, в принципе, это нам не критично. Это если кто-то не использует из вас, допустим, то вот это, да, полезный инструмент. Браузер, да, но есть нюанс. Полная браузерная автоматизация с несколькими бэкэндами. Браузер Base Cloud, браузер Use Cloud, локальный Chrome через CDP или локальный Chromium. Ну, супер. Навигация по сайтам, заполнение формы, извлечение информации. Нюанс, это работает через VSL2, чтобы Hermes открыл именно твой Google Chrome на Windows, нужно будет построить CDP, подключение к Chrome. Это делается, но требует одного дополнительного шага при настройке. Но это выполнимо во всяком случае. То есть мы сейчас сделали то же самое в проекте, который скачивание из YouTube. Доступен, кстати, на моем GitHub. Там, что полезно, там уже готовый файл проект дизайн, который можно просто перекроить под себя, и контракт с AI агентом, чтобы он не сразу кодил, а вначале предложил инфраструктуру и получил одобрение. Не напрямую, но решаемо. Hermes работает в терминале VSL, PyCharm на Windows, но есть IDE-интеграция через ACP, использование Hermes внутри ACP совместимых редакторов. VS Code Z и JetBrains чат, активность инструментов, diffы файлов и команды терминала рендерятся прямо в редакторе. В принципе, мы используем PyCharm просто для визуальной наглядной картинки, что происходит. То есть там видно, какие файлы были новосозданы, в какие файлы происходили изменения и что именно изменилось. То есть просто по сравнению с предыдущей сохраненной версией в GitHub, он нам показывает, какие были изменения. Так что работать именно внутри терминала PyCharm нам вообще не обязательно. То есть если VSL 2 может дотянуться до терминала на компьютере и менять файлы, то это нам полностью подходит. А смотреть можно через любую IDE, которая вам удобна. Мне удобно через бесплатный PyCharm. Он много подсказок делает, там установить то, защитить от Windows, чтобы он сюда не вмешивался. Так, команды в терминале нативно, toolset терминал, создание удаления файлов, да, написание кода нативно, toolset code execution, браузер Chrome через CDP, одна настройка, клики, поиск формы нативно через браузер toolset, PyCharm через JetBrains, ACP плагин. Ну то есть даже можно и это все сделать. Короче, это полноценный агент с реальными руками, не просто чат, именно поэтому связка интереснее, чем просто Cloud Code. Это, наверное, надо в название вынести, что Cloud браузерный рекомендует Paperclip с Hermes агентом и говорит, что он лучше, чем Cloud Code. Но это прямо, да, это прямо надо в анонс выносить. Смешно. Ну, зато честный ответ, хорошо. Значит, есть смысл пробовать. Так. Наверное, это было видео 1, обсуждение архитектуры, и на этом мы завершим. Если нравится контент, пожалуйста, ставьте пальцы вверх. Если нравится, пожалуйста, подписывайтесь. Пусть у вас все получается, создавайте проекты-миллиардники, а финансового вам благополучия.